Возрадуйтесь, товарищи, оно наконец-то наступило. Ролик только с НКВД дивизиями за Советский Союз. Многие из вас это просили, и наконец-то мы с вами до этого дошли. Что значит только с НКВД дивизиями? Это значит, что вот этот вот шаблон НКВД дивизий, 6 касок и до протовоенной полиции я менять не буду. Через время, как мы прокачаемся по ветке Сталина, нам дадут такую возможность, но так как это все-таки именно НКВД дивизия, то давайте ее ровно такой оставим. 6 касок и МПшка. Все. Больше ничего я с ней делать не буду. Только производить в больших количествах. По поводу просьб со штрафбатами поиграть. К сожалению, их дают всего по 4 дивизии раз в год и только после начала битвы с Великой Державой. Так что чисто с штрафниками пока что не выйдет. У меня, конечно, есть идейка, как это добро реализовать, но надо ее еще будет проверить и посмотреть, будет ли она жизнеспособна. А сейчас давайте Советский Союз полностью с НКВД дивизиями. Как вы понимаете, самое интересное начнется, когда немец пойдет на нас. Ну и до этого тоже, конечно, противостояние с финнами, продвижение в Румынию, в Прибалтику, дележка Польша. Может быть, с вами сходим на Афганистан или на Иран до противостояния с немцами. Мало ли успеем с вами еще где-нибудь поразвлекаться. Ну а чтобы вас не отвлекать в дальнейшем, пару слов о спонсоре данного ролика. А спонсорами будет наша с вами группа ВК, которую надо все-таки оживлять и активировать. Так что я ищу среди вас желающих заняться наполнением группы, созданием мемов, постов, проще говоря, наполнением и улучшением группы. Я в описании дам ссылку как на саму группу, так и ссылку на себя в ВК, чтобы вы мне могли написать, и мы с вами обсудили сотрудничество в группе. И, конечно же, хочу сказать пару слов о Дискорд-канале. Он у нас долгое время был в запустении, но все-таки надо заняться и его восстановлением. Поэтому также сюда нужны активные люди, которые будут помогать в его наполнении и улучшении. Собственно, ссылку на сам Дискорд-канал вы также найдете в описании. Там можете найти меня и написать. Кстати, я тут хотел переформировать всю армию в НКВД, а шаблон НКВД просто недоступен. То есть ты не можешь свою армию перевести в НКВД самостоятельно со старта. Тебе это банально не дают сделать. Ладно, тогда погнали по древу фокусов, путь марксизма-ленинизма, возьмем потом центр, и после этого нам как раз включат возможность обучения как раз-таки НКВД дивизий. 11 марта 1936 года. Мы с вами пошли по пути центра и наконец-таки можем сменить всю нашу армию на НКВД дивизии. Собственно, получаем 200 тысяч людей, 16 тысяч почти пехотки, арты, грузовиков, танков. Но надо побольше допки тратить, так что придется ее активнее производить. А так теперь у нас вся армия это НКВД. Я немного распустил, у нас осталось 117 дивизий. Ну и да, конечно же, мы играем с Iron Man и на самой последней версии на данный момент с новым древом фокусом, как вы понимаете, за Советский Союз, ну и на историческом фокусе, чтобы немец у нас здесь был грозной силой, который, надеюсь, испытает нашу стратегию с НКВД дивизиями. А сейчас вновь погнали бороться с паранойей Сталина. Сколько раз я уже с ней боролся после выхода DLC, я даже не знаю. Первые разы, конечно, было интересно, а сейчас это уже просто отработанная схема. И, кстати, по поводу полностью НКВД дивизии, я, да, реально использую только их. Посмотрите, мы удаляем все остальные шаблоны. Все, у нас остается только НКВДшный шаблон. То есть и в оккупированных территориях, да, он тоже будет работать. И больше никаких других дивизий. В октябре 1936 года я решил отправить 6 наших НКВД дивизий на проверку в Испанию под управлением Василевского. Да, вы скажете, он как бы мастер танковой войны, но какие танки вообще? Вы о чем? Нам надо прокачать генерала, чтобы он давал нам еще больше бонусов, поэтому погнали биться в Испании. Вот это, конечно, смешно. Посмотрите, февраль 1937 года, и у нас Григорий Кулик выдвигает обвинение. Обвиняемый Георгий Жуков. Нам предлагают расстрелять Жукова в феврале 1937 года. Очевидно, что это наговор, который Григорий Кулик устроил, чтобы спасти свою шкуру. На дворе уже апрель 1938 года мы наконец-таки разобрались с паранойей Сталина, а также отправили шпионов, чтобы обезглавить змею. Так что теперь у нас есть с вами примерно 3 с небольшим года на то, чтобы подготовиться к противостоянию с немцами. Ну и по фокусам за это время я завершил пятилетку, кстати, и прошел в Коминтерн и отправку военных советников в Испанию. Тем самым у нас накопилось немало опыта, мы с вами его еще смогли набрать и там, в военных действиях, и уже кабинет министров более-менее заполнен, все основные улучшения командования армии есть, и также прокачана глубокая оборона, то есть 3-й уровень доки уже взят.
Май 1939 года и японская провокация у наших границ. И да, НКВДшники пытаются оборонять наши границы. И в целом, Жуков, да, конечно, не самый идеальный генерал, у него оборона не такая большая, но все-таки поражение японцев у озера Хасан. Получаем сухопутную доктрину, скидочку неплохую. Ну и наши НКВД показали себя с хорошей стороны. В августе 1939 года мы с вами начинаем конфликт с Финляндией. Они не захотели отдавать нам мирную землю, так что наша НКВД-дивизия разберутся уже на поле боя. Выбора здесь другого нам не дано, и как Голикова, смотри, пытаются продавливать. Но на самом деле на этом фронте, да, все сложновато. Здесь у меня и снабжения нет, но все-таки оборону мы с вами удержим, несмотря ни на что. А в это время на основном фронте спокойненько сейчас дойдем как раз до Хельсинки и заберем другие победные земли. Ну и как всегда, очень приятный ивент. Война с государством Финляндии обошлась нам недешево. Ну, как сказать недешево? 8 тысяч потерь, с учетом того, что мы пехотой воюем на вынужденных атаках, и уже почти полная победа, 2% осталось. Нет, то мы до конца уж разберемся на этом фронте и одержим победу. Сделаем именно финнов своими вассалами. Сентябрь 40-го года, и просто посмотрите. У нас с вами 170 фабрик и 99 военных заводов. У немцев 118 фабрик, 154 военных завода. То есть мы примерно сравнялись с немцами. Ну, по-моему, неплохо. Еще почти год до противостояния, а мы уже идем на равных. А вот что меня расстроило, так это ситуация в Иране и в Ираке. Здесь коммунизма уже 56,5%. Здесь тоже 56,5%. Но они не меняют партию. И, понятное дело, к нам в альянс они тоже не хотят, потому что они как бы нейтральные страны. И мы их не можем даже гарантом независимости защитить. А так как у них очень много коммунизма, то рано или поздно сюда бриты пойдут, а мне это не очень нравится. Ну ладно, они сами не хотят нашей защиты. На дворе май 41 года, ну и немец, как видите, уже исследует против нас войну. Что мы имеем на данный момент? 3 миллиона солдат почти у нас сами на поле боя, все это НКВД дивизии. По логистике у нас запасов допки немало, грузовиков пехотки маловато, но я увеличиваю производство. Кроме того, у нас немало уже авиации выпущенной и обученной, и я ее добавляю. Так что небо мы с вами должны прикрыть. Ну и вдобавок к этому я решил по приколу здесь еще радарки 3-го уровня запихнуть на всем фронте, чтобы в небе мы точно с вами смогли победить. Вдобавок к этому можете посмотреть те фокусы, которые я взял. Я в итоге решил не брать Академию наук УССР, потому что 3 ячеек исследований, с учетом того, что мы не исследуем ни танки, ни допки, ничего другого, нам вполне себе хватает. Ну и по 5-летнему плану я, естественно, не пошел. По авиации все необходимое я улучшил. Здесь решил в линию Молотова сейчас выйти. Уже успел провести реорганизацию армии. До культа личности Сталина дошел, но дальше не двинулся, хотя стоило бы. Здесь понемножку взял. Ну и надавил, как вы понимаете, на Ближний Восток. Еще я хочу сделать угрозу от стороны восходящего солнца и в Габийский гамбит. Видите, чуть поменьше фабрик у нас будет использоваться. Ну и может быть в будущем это нам поможет в Китае интервенцию провести. А так, готовимся к началу великого противостояния. 15 июля 1941 года, у немцев уже есть цель на нас, но он пока ждет. Кроме того, кстати, подожди. Пакт о ненападении еще действует. Вот в чем дело. И он его не пытается разрушить. Ну что ж, ладно, это его выбор. Хотя да, тут, видя, знаешь ли, напротив 2 своих дивизий по 10, по 20 советских, да, уж задумаешься, стоит ли начинать вообще это противостояние. Но он все-таки готовится, притом под Львовом он будет рвать. Здесь он и Дору привел, как видите. Здесь у нас самый такой опасный участок фронта. Но понадеемся, что его мы с вами удержим. Хотя, может, немец просто хотел по-честному сыграть и дал нам линию Молотова прокачать. Но, в общем-то, я взял линию Молотова. И теперь как бы все, я полностью готов. Вообще полностью к противостоянию. Но раз он не торопится, то давайте. Угроза от страны восходящего солнца. Да, немец просто совместные разработки военно-воздушного вооружения хотел с нами сделать перед тем, как, противостояние делать. Я понимаю, хорошо, давай, немец. Будем обмен технологиями делать. Немецкие инновации в области ВВС в итоге и у нас с вами тоже работают. Он, может, решил, что на нас идти не надо на историческом-то пути, да еще и имея цель войны. Неужели его напугало количество просто наших дивизий? Да, тут 3 армии, где по 24 пятерок. Это, конечно, мощно выглядит. И 3 миллиона солдат тоже. Еще и в авиации 140 тысяч. Да, неплохо, но чтоб немец пугался. Притом, знаете, у меня нет особо больших укреплений.
У меня они были 3-го уровня, после прокачки вот как раз линии, они стали 4-го. Все, больше я ничего с ними не делал, поэтому при таком раскладе точно должен немец нападать, но он не хочет пока что. Ладно, давайте немного подождем. 11 ноября 1941 года Швеция вошла в наш альянс, потому что я на нее надавил через решение и сразу же вышла. Это самое быстрое членство в Советском Союзе, наверное. Но ничего, надеюсь, рано или поздно они одумаются. Ага, наконец-то, только 16 декабря 41 года немец догадался пакт о ненападении разорвать с нами. И сразу же напал. Окей. Сейчас бы зимой 41-го вести атаку на Советский Союз. Ну что ж, удачи тебе, немец. Он уже пошел атакой по всему фронту, и увидите, что ни одной успешной атаки. А это я еще не вывел нашу с вами авиацию. Ну вот, с авиацией стало даже немножко попроще. У нас теперь тут и летчики асы получают повышение, притом очень и очень быстро. Ну и немец начинает раз за разом атаковать. Оборона у нас всего в 400 с небольшим. Но благодаря преимуществу в воздухе и в хороших достаточно навыков генералах все хорошо. Сейчас докачаем огневую поддержку и потом пойдем наконец-таки улучшать армию через отчаянные меры и уроки войны. Что-то как-то немецкая атака у нас шла, но быстро прекратилась. Они потеряли всего 80 тысяч человек такие, ну и хватит, пожалуй. Решили дальше нашу оборону не проверять. Это грустно. Что-то как-то немцев сделали вообще неликвидными, не боеспособными. Если раньше они хоть как-то на равных воевали, то теперь, видимо, вместо того, чтобы править немцев и советов и делать адекватное восстановление советов, они просто решили ослабить немцев. Чтобы, видимо, битва между немцами и советами под управлением была более-менее интересной. Это, конечно, костыль, как по мне. Но что сделали? Кстати, по поводу здесь 5-летнего плана, я до этого не знал, может быть, кто-то из вас тоже не знал, и вам это поможет. Чтобы избавиться от дебафа на фабрике, производящей товары народного потребления, надо оказать поддержку Китаю, ну, как раз вот по фокусам, выступить против Японии и кого-нибудь выбрать. Ну, я выбрал, например, гамбийский гамбит, можете и другие варианты. И у вас тогда откроется здесь азиатская дипломатия. Здесь будет 4 решения, одно я уже просто прожал, который у вас будет требовать фабрики на определенное время. Но убирать вам дебаф на фабрике, кроме того, прокачивать одного из китайских миноров, ну или же мажора Гаминьдань. В итоге, когда вы все это прокачаете, вы сможете еще и закрепить там свою Советскую Республику. То есть вы и в Китай свое влияние разовьете. Кроме того, еще избавитесь и от дебафа на фабрике, что на самом деле приятно. Так что пятилетка теперь не такая грозная. Но чтобы избавиться от этих дебафов, конечно, надо много политики потратить и времени. Потому что примерно где-то по 180-270 дней тебе надо тратить, даже вот год, чтобы минус 1% скинуть. Ну, как есть. И только я радовался, а он отклонил в итоге добычу ресурсов. Ну, необдуманное решение с вашей стороны, Синьцзянь. То есть ты против, чтобы я тебе помог ресурсами. Это, конечно, вообще странно. Ну, как бы ладно, мне-то какая разница. А теперь он согласился. Ладно, окей. Даже на самом деле плюс, что он отказывается. Я все равно себе таким образом дебаф выбираю на 5-летку, так что норм. Ну а границы с немцами такие, что будто бы я и сам могу идти в атаку, но... А зачем оно нам надо? Мы вроде как хотели от НКВД от обороны сыграть. Но, видимо, не судьба. Видимо, придется идти вперед. А нет, январь 42-го немцы вновь пытаются нашу оборону пробить. Удачи, давайте, давайте. Но вы можете, конечно, оценить нашу армию, которая состоит полностью из 456 пехотных дивизий с единым шаблоном НКВД. Да, замечательная красота. Может быть, тут, конечно, еще плюсом идет то, что я активно упирал в армейский опыт. В Испании успел его накачать. У нас уже с вами доктрина-то почти в конце. Нам еще 2 уровня, и все будет прекрасно. И мне, кстати, нравится наше действие в воздухе. Мы примерно 2 к 3 уничтожаем самолет, 14-21, как видите. Хотя иногда 1 к 1 становится, 2 к 1, 1 к 2 обратно. Ну, в общем, туда-сюда у нас все это бьется. Но все равно авиацию немецкую мы постепенненько изничтожаем. Единственное, что нам бы еще увеличить производство истребителей наших, чтобы запасы наши были полны. А вот вспоминаю сейчас прохождение за Сталина, как только вышло DLC, и там, не используя НКВД-дивизия, делая нормальные шаблоны с кучей допок, с ПВОшкой, мне и то было сложнее, чем сейчас. Ни одного места, где меня хоть чуть-чуть прорывают. Конечно, понятно, что я уже более-менее изучил, как древо работает, где как прокачиваться, но все равно это уж слишком легко, серьезно.
ничего с этим не попишешь. Вот такие вот НКВД-дивизии, оказывается, мощные. Сталин плюс НКВД-дивизии способны остановить даже атаку оси. Мне больше всего радует, что немец свою авиацию теряет. У него недавно было где-то 2,5, 2,400. И авиация все меньше, меньше и меньше становится. У него не хватает, видимо, даже производственных мощностей, чтобы восстанавливать трату истребителей. А нам это только в плюс так-то идет, потому что у нас авиации предостаточно. У нас еще в запасах 1500 с лишним, так что даже несмотря на все эти битвы, нам хватит авиации, чтобы подавить немцев в воздухе. Вот так вот. Мы с вами и армию создали, и воздух защитили. Все прекрасно. Почти все прекрасно. Угу. Мне вот интересно, а каким образом вы это умудрились сделать? Неужели до такой степени нынче слабые НКВДшки в обороне, что итальянцы в Нарву смогли высадиться? Да, это смешно, конечно. Ну да ладно. Мы потеряли даже один регион. Он, правда, не наш национальный, поэтому проблем в этом особых нет. Но все-таки сам факт того, что смогли сюда высадиться, неприятен. Давайте-ка выдавим их обратно. Итальянцы недостойны разгуливать по нашим землям. В итоге итальянцы поплатились за свою наглость, потеряв здесь примерно 12 дивизий. И притом они не могут отплыть, потому что здесь я контролю теперь. И все их конвои, которые поплыли, будут уничтожены. Ну и раз вы так просили штрафбаты, то держите их. Кстати, это вообще прикольный шаблон, с учетом того, что ты его менять никогда не сможешь. Это просто 9 штрафников и арта. Все. Но так как мы все-таки отыгрываем НКВД, то я их использовать не буду, пускай они стоят у нас на обороне Москвы. И отыграть полностью чисто с штрафбатами пока, да, сложновато выглядит, потому что тебе раз в год только дают их. Я думал, раз в полгода хотя бы. А нет, ты только раз в год будешь 4 дивизии получать. Ну, понимаете, да? Чтобы армию хотя бы в 24 дивизии собрать, вам надо так-то 5-6 лет. Совсем чуть-чуть. Ну и да, у немцев уже всего 1800 истребителей осталось. Пам-парам! Своеобразный у нас тут. Пока только 460, будет уже 600, и мы изничтожаем вражескую логистику в Западной Польше. Да, и немец ничего против этого не делает, потому что он связан боем здесь. Сюда он отвлекаться тоже не может. Ну и как бы страдай, немец, страдай. Мы уже просто по соточке видим почти все, что у него творится. У него 960 истребителей осталось. Ну ладно, еще другие модели есть, итого 1700, но было недавно 3000 почти. Кроме того, давайте сейчас посмотрим. Я так понимаю, что если мы продолжим давить на логистику, то да, у него грузовики тоже будут уменьшаться постепенно. Воу, у него уже нехватка, смотри. Удовлетворение требований снабжения с 38%, 33%. Да, июнь 42-го года. Все вроде как нормально. Но не, он восстанавливает оснащение, у него хватает теперь грузовиков. Он, видимо, начал против нас противодействие. А, нет, просто здесь уже, видимо, особо грузовики не поставляют ничего. Хотя бы так, по чуть-чуть, но ослабили. Надо просто до Берлина довести и начать еще Берлин также мучить. Ну да, кстати, посмотрите-ка, 20-16%. Ух, немец. У тебя точно все хорошо? Уже 9-1%. Все. Он полностью не удовлетворен снабжением. Все красное, посмотрите. Здесь пошла уже краснота. Его дивизии не снабжаются. Здесь пока еще, конечно, нормально, но в Кёнигсберге уже все. Просто страдания, посмотрите. Если что, это просто 600. 600 штурмовиков. И они неплохо справляются. Надо еще добавить. Декабрь 1942 года. У нас с вами все вполне себе хорошо, а вот у немцев так не скажешь. Посмотрите-ка сюда. 0 грузовиков и было 500 с лишним поездов. Уже осталось 350. А связано это с тем, что я просто полностью доминирую над их небом. И да, им даже защищаться нечем. У них уже самолетов-то всего 1300 осталось, в то время как у нас, посмотрите, почти 10 тысяч. Сталин просто переиграл и изничтожил. Сюда просто можно подставлять злобный смех, смотря на то, что творится со снабжением у немцев. Вы посмотрите. Все, у них недостаточно снабжения даже содержать по 1-2 дивизии на границе. Да, вот так вот малой кровью мы сейчас с вами изничтожим. То есть
Просто бомбежка, банальная бомбежка приводит к тому, что немец, он сейчас пытается, да, грузовики произвести, еще что-то. Но он же понимает, что с таким небом, где я все контролю, у него никаких шансов. Кстати, да, против нас до сих пор ни Венгрия, ни Румыния не вступились. Я не знаю почему, они, видимо, считают нас слишком великими державами. Но мы пока себя ощущаем вполне себе хорошо без их участия. Ну что, попытаем удачу? Ну, у нас же вроде как все хорошо, есть шансы. Давайте тогда только не вынужденную, а нормальную атаку поведем. Посмотрим, что из этого выйдет. И да, неплохо. Мы так-то давим, идем вперед. И, наверное, даже можно все-таки включить вынужденную атаку. Враг не такой уж и сильный, так что сможем его придавить. Да, вот так вот, чистая НКВДшная атака. Ой, красота. Надо еще, кстати, не забыть бы подвести вот эту вот красоту поближе к фронту. Можем же ведь воспользоваться неплохими бонусами. 20 апреля 1943 года мы почти полностью освободили польские территории, ну как сказать, забрали их под свой контроль, если быть точнее. В этот момент как раз Венгрия наконец-то решила уступиться в эту битву, я не знаю зачем, они, видимо, посчитали себя великой державой, что их помощь здесь что-то сможет сделать, но нет. Мы выдавливаем и продолжаем идти дальше. Что там у немцев, хотите узнать? 200 всего-навсего поездов. Вообще отсутствие моторизации, и, как вы понимаете, он даже не может нормально снабжаться. Можно было, конечно, посидеть, подождать еще, когда больше он потеряет снаряги и возможность себя снабжать. Но зачем? Мы идем в атаку. Добавок к этому я еще и Венгрию начал давить, и, как видите, здесь тоже теперь снабжения нет. Просто по всему фронту они страдают. Я сегодня добрый. 26 июня 1943 года, мы уже под Берлином. Скоро начнем бои за сам Берлин, я надеюсь. Наши сами НКВДшные дивизии идут вперед, верят в успех. Конечно, немалая часть атак красная, но ничего не поделаешь. Все ради того, чтобы взять Берлин. Все, 30 июня 1943 года, падение Берлина. Фашистское логово под нашим контролем и... ну нет, ну зачем? Пошли войной на Ирак. Вот вы заразы. Там как бы не фашизм и коммунизм, но нет. Сейчас еще будет весело, если Иран тоже туда вступится. А вот тогда нам придется здесь весело. Впервые с этим встречаюсь, но взорван Суэцкий канал, потому что виши смогли дойти до него, не поверите, да. Вот так вот британцы вроде бы в таком хорошем мире, но почти потеряли Суэцкий канал. Октябрь 43-го года, и вы можете полюбоваться тем, как мы неплохо с вами вошли в Германию. Да, потери, конечно, огромные, но что поделать. Кстати, за это время союзники почти добили итальянцев, им осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, они все-таки с этим делом справятся, хотя было бы неплохо, если бы мы сначала немцев капнули, потому что у меня тут как бы коллапс правительства, но, видимо, меня ждать не будут. Хотя, может быть, мы успеем до Мюнхена или еще куда-нибудь. Хотелось бы все-таки капитуляцию немцев сделать первыми. 26 октября 43 года я взял Мюнхен, ну и это все. Немец сейчас капитулирует, мы успеем как раз сделать здесь коллапс правительства. Давай. Прекрасненько. Давайте, пока там еще окончательный мир не случился, создаем коллапс правительства в Германии. Вот наша с вами советская Германия. Ну и теперь можем спокойненько помочь добить итальянцев. У нас 36% вклада будет, что уже неплохо. Правда, здесь вылезло одно недоразумение. Вот это вот. Ну и все, наши войска уже к Тресту приближаются. Сейчас заберем еще одну победную территорию, оставшуюся у итальянцев, и это будет победа. Можно, конечно, было понабивать вклад, но не страшно. Даже с таким вкладом все равно заберем себе немало земель. Благо, немцев уже мирить не надо, они точно наши. А вот и мир. Все. Данию, Норвегию, кстати, тоже можем урвать под свой контроль неплохо. Ну и Италию попытаться, хотя, ну... Здесь уже и Чехословакию, Венгрию освободили, я понял. Британцы, видимо, решили везде по чуть-чуть залететь. Нет бы там колонии забирать. Нет, они в Европу лезут. Границы портить. Давайте полюбуемся миром, который у нас с вами вышел. На самом деле, я забрал очень много земель. Не думал, что выйдет именно столько. Но давайте заценим. Подожди, можно паузу? Спасибо. В общем-то, что мы с вами имеем? Посмотрите на наш с вами комментарий. 18 ноября 1943 года, и воевали мы с вами только НКВД дивизиями. Как видите, у нас их с вами как раз больше всего, и тут несколько штрафбатов, которые я так и не использовал.
Мир, конечно, немного поврежденный из-за того, что союзники зачем-то вот здесь вот выделили страну и сделали ее вассалом. Здесь мы, к счастью, разберемся, все будет нормально, но вот здесь вот они в Карпатской Руси успели выделить Чехословакию, здесь они Австрию успели выделить, здесь они успели Словению выделить, Черногорию, Македонию, как видите, отдельно Албанию. Но, несмотря на все это, я постарался целостно так и красиво сделать вассалов, Италию, Югославию. Здесь у нас, между прочим, французская коммуна, которая даже часть территории сохранила вот здесь вот. Правда, между Окситания, которая, опять же, освобождена благодаря союзникам. Ну а так еще у нас Дания, между прочим, под контролем. Так что мы из этого противостояния вышли сами победителями, притом так неплохо. Ну и да, Трансильванию здесь еще я вам не показал. А так, как видите, Ирак теперь командует осью. Он мирный. Он не воюет, Исландия еще с ним вместе. И мне даже интересно, он так и будет продолжать жить и руководить альянсом ось. Просто так... коммунист, который руководит оставшейся осью. Вот это будет, конечно, весело. Но мы с вами победили. Давайте еще добьем Словакию, дождемся еще один мир. Здесь уже, получается, у нас вклад будет стопроцентный. Германия вновь атакована, ну, да, конечно. И мы все эти земли можем Чехословакии отдать, но ее у нас нет, поэтому просто Словакию делаем марионеткой. Все. Это мир. Мы с вами полностью победили во всех противостояниях. Кроме того, у нас тут даже, смотри, сейчас закончится заградотряд. И нам должны так-то закончить пятилетку сорванную. Да, теперь нам доступен 4-й пятилетний план, и дальше можно уйти в основать СЭФ. То есть советы с НКВД мало чем отличаются от советов с нормальными дивизиями, разве что мы побыстрее бы победили, не используя мы вот чисто такие пехотные дивизии. А так, это полная победа. У нас в армии 3 с лишним миллиона солдат, промков 318 военных, 250 гражданок. Итого почти 600 фабрик. Можете заценить армию, 480 таких и 4 таких. Флотом я не занимался, ну и авиация в 12 с лишним тысяч самолетиков. Это самое оно. Надеюсь, ролик вам был интересен, и вы поддержите его своими лайками и комментами. А также предлагайте свои интересные идеи. Всем до скорых встреч!